привет. И изначально я хотела бы, конечно же, всех вас поблагодарить за вашу активность, за то, что смотрите видео. У меня просто все уже спят, сейчас уже глубокая ночь. Вот. Хотела вас прежде всего поблагодарить за то, что смотрите видео, за то, что активно комментируете. Конечно же, за ваши донаты спасибо огромное, потому что многие вещи, которые сейчас начались, они именно, конечно же, благодаря вам и без вашей поддержки ничего бы не могло бы сдвинуться с места. Вот, спасибо огромное еще раз. И не так давно, несколько дней назад, я делала трансляцию, качество было не очень хорошее. И многие попросили перезаписать видео, чтобы я сделала в нормальном качестве и с нормальным звуком, и чтобы разъяснила тему как раз по поводу шейхов. Вот, прежде чем начать, чтобы не было таких огульных заявлений о том, что я придумываю, то, что я не обладаю какой-то информацией, значит, вся информация, которую я говорю, она основана на реальных данных и из реального опыта, который происходил, грубо говоря, у меня на глазах. Основываюсь я на примере двух девушек, с которыми меня столкнула жизнь здесь. Я думаю, что этих девушек гораздо больше. В основном это девушки именно. Извиняюсь за тихий голос, потому что я стараюсь говорить, чтобы никого не разбудить. Потому что, опять же, я сказала, что сейчас глубокая ночь. Вот, значит, замуж за шейха. Значит, а кто такой вообще шейх? Не знаю, как в других странах, но я вам буду говорить и рассказывать именно про Египет. Вот. В Египте шейхом называется тот человек, который знает наизусть, выучил Коран. Иногда, кстати, шейхом могут называть и человека с бородой просто. Вот. То есть, если видят человека с бородой, к нему обращаются шейх. Дальше про замужество. То есть многие девушки, насколько я поняла, то есть я даже раньше не представляла, что об этом, то есть что такой факт имеет место быть, там, может быть, там лет 8, там 10 назад я даже не подозревала. Оказывается, есть четко налаженная система, когда египетские пожилые мужчины, позиционирующие себя религиозными, женятся вот как раз на наших молодых девушках, мусульманках. Там часто это бывают именно новые мусульманки, попадают в такую ситуацию из России, из бывших республик Советского Союза, и это, как правило, девушки молодые, не взрослые женщины, а именно девушки, там, может быть, до 20, либо чуть-чуть после 20. Где они знакомятся с этими девушками, как они, эти шейхи, находят этих девушек? Они знакомятся либо на сайтах каких-то, интернет-сайтах, вот, и очень часто эти мужчины, они в возрасте, опять же я скажу, далеко за 50-м. Очень часто они не говорят о своем положении, то, что они женаты, вот, и через какое-то время они своей будущей супруге или невесте своей сообщают о том, что у них, оказывается, есть жена. И они очень сожалеют, что они об этом ей не сказали прежде. Вот. Но все равно предлагают нашим девушкам приехать. Либо второй вариант, как они знакомятся, опять же, наши российские или там из ближнего зарубежья наши мусульмане вот, помогают каким-то образом найти вот этих невест. И потом либо сопровождают их до жениха,
либо невесты сами отправляются в путь и приезжают к этим вот шейхам. Кто эти девушки? Как я сказала уже, кто эти девушки? Как правило, это вот я говорю опять же, либо это в основном, я думаю, что это именно новые мусульманки, то есть девушки как бы, ну, не одурманенные религией, как бы мечтающие о религиозной жизни, которые как бы хотят увидеть настоящий ислам. Как правило, эти девушки, опять же повторюсь, они очень молодые, им там до 20, либо вот 20 с небольшим. О чем мечтает эта девушка и что ее ждет? Как правило, вот эти мужчины, которые женятся, вот, приглашают вот этих девушек, вот эти шейхи, как правило, они стараются первое, что сохранить этот брак в тайне. И, как правило, они не сообщают своим первым или вторым женам, если у них там 2 жены, либо 1, они, как правило, не сообщают о этой девушке. То есть вы, то есть потенциальная там невеста, либо там супруга, которая приехала вот к такому шейху, вы будете именно секретом, он будет стараться поселить вас в таком месте, где никто его не знает, либо не будет стараться рассказывать никому об этом, не только жене, и о вас будет знать только совсем приближенный к нему круг людей. Кроме того, куда он вас поселит, это может быть съемная квартира, как правило, то есть он снимет где-то для вас квартиру, привезет какую-то мебель, возможно, даже не новую. Либо, вот как был вариант вот с одной девушкой, у мужчины, у этого шейха был свой отель за пределами Александрии, и он там благополучно ее поселил. Непонятно в какой местности, местность понятная какая-то была, вот, но это абсолютно очень далеко от города, никаких людей она там, конечно, не знала, передвигаться сама, либо уехать куда-то она не могла. То есть такая тюрьма, как говорится, на выезде. Что это будет за брак такой? То есть вот, что это будет означать для вас? С вами будет заключен исламский брак, конечно, вы же приехали тут по исламу, замуж за шейха, и это будет никях. Вот, это будет исламский брак, и это будет типичный орфи. То есть брак, который не будет официально оформлен. Вот, вам прочитают, как говорится, никях, и у вас будет, может быть, в лучшем случае, у вас будет на руках бумажка, которая, я думаю, что впоследствии не будет зарегистрирована, и вы, соответственно, прав никаких иметь по этой бумажке не будете. Также я думаю, что вот этот супруг, он всячески не захочет, чтобы от этого брака были дети. Вот. И даже если вы забеременеете, то у вас не будет возможности вывести этого ребенка. Следующий вопрос. Махар, то есть это свадебный подарок, который вам подарит муж. Вот у одной девушки, вот, которая также приехала замуж за шейха, ей ее муж привез золото, чему она очень обрадовалась. Но, как позже оказалось, что это первые жены. То есть этот мужчина взял у первой жены это золото, привез ей, и потом также благополучно это золото забрал. И больше она его не увидела. Если у вас есть какой-то махар, то есть если вам было подарено золото, либо деньги были подарены как в качестве махра, где это хранить? Вот, как сберечь то, что вам было дано, и вот чтобы не получилось такой ситуации, как с той девушкой, что просто забрал и уехал. Должна быть обязательно, если это денежная сумма, то должен быть открыт счет в банке, и вы должны положить эти деньги на счет. Если нет возможности открыть счет в банке, берете в банке, открываете как бы для себя ячейку, и в этой ячейке, соответственно, храните, лучше так сделать, в эту ячейку положите все свои какие-то важные бумаги, важные документы, и, конечно же, вот это вот золото, либо денежный эквивалент этого махра. Ячейка называется хазна, хазна по-арабски.
То есть, если вы владеете английским языком, придете в банк и попросите, чтобы вам вот открыли вот эту хазну на ваш счет. Мужу, кстати, об этом сообщать не обязательно, лучше, чтобы он об этом не знал. Дальше забота мужа о вас. То есть, возможно, когда вы едете, вы думаете, возможно, когда вы мечтаете выйти замуж за шейха, вы думаете, что вы прекрасно будете жить, у вас будет такая развеселая жизнь, и вы будете везде ездить, вы будете отдыхать, будет все весело, замечательно. На самом деле, как это будет происходить? Возможно, первое время, когда вы вступите в брак, муж будет к вам приезжать часто, это однозначно, и потом его наезды станут намного реже. А потом он станет приезжать реже, ему просто уже, как говорится, поднадоест все, и вы для него становитесь уже, как говорится, обузой. Потому что у вас, первое, нет знания языка, второе, вы не адаптированы в стране, третье, у вас нет круга общения, и вы полностью сконцентрированы на нем. И вы просто сидите дома и ждете его, когда он позвонит, когда он приедет. Что ждет жену такого шейха, многоженца, преклонного возраста? Ждет, то есть, возможно, девушка думает, что ее ждет, что вот этот вот муж религиозный начнет ее, как бы поможет ей, будет с ней заниматься Кораном, будет с ней проводить много времени. У вашего мужа, преклонного возраста, вряд ли на все это будет время, потому что кроме вас у него есть другие жены или жена, и кроме того еще есть дети. По поводу богатства, вот как раз когда выходишь замуж за шейха, у тебя будет богатство, думают так многие девушки. На самом деле, вот опять же повторюсь, у него есть другая жена или несколько жен, и помимо всего у него еще есть дети, которые все учатся, получают образование, на которых нужно тратить кучу денег. Он без вас на них на всех тратил, а еще и добавились вы. То есть он на вас будет не расходовать, а он на вас будет пытаться сэкономить. Вот. Так что о какой-то роскошной жизни, о каких-то там дорогих подарках и каких-то там поездках, об этом, я думаю, что можно забыть. Кроме того, что вы не получите от него никаких уроков Корана, и плюс того, что он будет на вас экономить. Третье, что вас будет ждать, это именно одиночество, о котором я ранее сказала, потому что вы будете сидеть в 4 стенах, местности вы не знаете, как, скорее всего, он будет запрещать вам выходить из дома, потому что он будет бояться, что вас кто-то украдет. Вот. Кстати, скорее всего, он наденет на вас никаб, то есть, чтобы вы полностью были закрыты, именно для его же безопасности, чтобы никто не знал, какая именно, потому что у него, возможно, еще одна или вторая жена также одета в никабы, и когда он идет с кем-то в никабах, никто не знает, какая это из них, первая, вторая или третья или четвертая жена с ним идет. Следующее, что вас ждет как жену шейха, это проблемы с адаптацией. Опять же повторюсь, потому что именно, что вы, не зная языка, не имея друзей, не знакомых, вы и не зная города, вы не сможете ориентироваться. И ваше, я говорю, полностью время будет заключаться в том, что вы будете сидеть дома, либо он вас будет отвозить на какие-то курсы другие, там Корана, будет вас оттуда забирать, привозить домой и опять же уезжать к другим женам. А вы будете вот так же вот в одиночестве и ждать его. И еще что вас ждет, как жену мужа, жену шейха, он будет стараться вас куда-то пристроить, так как у него на вас не будет времени, он будет занят своими семьями, своими кучей детей предыдущих, там, которым всегда чего-то надо, и они ближе, они египетские, и у него с ними больше связано, соответственно, он вас будет стараться на кого-то перебросить, на какие-то курсы, будет вас пристраивать к каким-то женщинам, которые бы с вами занимались и проводили время. То есть будет пытаться вас перебросить на кого-то, то есть вы ехали к нему, а он вас будет пытаться перебросить на каких-то женщин. Ну и самое главное, что вас ждет, это наезды вашего мужа с Виагрой.
Это единственное, вот, что точно абсолютно вас ждет, для чего он вас сюда и пригласил. И это для того, чтобы проводить с вами хорошо свое время, свободное. Дело в том, что он будет приезжать, когда он хочет, во сколько он хочет, когда у него есть свободное время, либо когда ему просто захотелось. Если ему не хочется, он просто не приедет. Вы, в свою очередь, находясь в такой ситуации, знаете только его, зациклены только на нем, выйти без него никуда не можете, ничего не знаете, вы, соответственно, не сможете ему отказать. Он для вас появляется в любое удобное ему время, и вы со своей виагрой в руке, и вы не можете ему отказать. Если вы будете ему отказывать в близости, то он, возможно, попытается какое-то количество, как говорится, там, дней, а потом он просто попытается от вас избавиться, скорее всего, если вы начнете качать права, создавать ему проблемы, отказываться с ним вступать в близость, он попытается от вас избавиться. Как уезжали, вот у меня есть два примера, две девушки, которые благополучно уехали, я считаю именно благополучно, потому что неизвестно, что бы их тут ждало, если бы они бы еще остались на какой-то период времени. Первая девушка, причиной ее отъезда стала именно огласка то есть большой круг людей узнал о том, что вот этот мужчина имеет вот эту девушку в женах, молоденькую совсем, и она для него стала создавать проблемы, она стала звонить другим людям. Этот факт получил большой резонанс, и он потом просто постарался быстро избавиться от нее. Он купил ей сам билет и отправил ее. Не все случаи настолько идеальные. Возможно, что будут какие-то проблемы именно с отъездом, потому что, как правило, девушки, они не обеспечены, у них нет средств на обратную дорогу, и, возможно, что будет очень сложно уехать. В случае, как девушкам удается уехать, это, то есть, если его женитьба вот такая вот на молодой девушке с наездами, с виагрой становится достоянием общественности. И второе, если она ему просто надоела. Ему надоели проблемы, связанные с ней. Ему это не надо, он не об этом думал. Он думал, он ее посадит там дома, она будет сидеть, ждать, а он будет к ней наведываться. Что делать, если вы хотите уехать? Что делать, если вы хотите уехать? Самый первый вариант – это вы говорите со своим мужем, говорите, что вы хотите уехать. Если это не действует, говорите, что вы соскучились по маме, соскучились по папе, там еще что-то. Но, возможно, и это тоже не подействует. Он вам скажет, что зачем тебе ехать к немусульманам, ты должна жить среди мусульман, и будет пытаться вас всячески оставить. Второе, что можно попытаться сделать, это сообщите вашим родственникам о такой проблеме, что вы хотите уехать, что вам все надоело, что вам как-то нужно оттуда вырваться, то есть сообщите вашим родственникам. Третье, что можно сделать, найдите в вашем городе, в вашей местности, где вы живете, по интернету найдите соотечественников каких-то, либо из России, либо ваших соотечественников. Сообщите им об этой проблеме, скажите, что вы живете в таком-то городе или в такой-то местности, и вы хотите уехать, и ваш муж не дает вам уехать. Все, что можно сделать, попробуйте обратиться в консульство вашей страны. Также вы можете попросить как раз ваших соотечественников обратиться в консульство, сообщить, что вы находитесь там-то, там-то, в таком-то местности, и попытаться каким-то образом через консульство вашей страны воздействовать на вашего мужа. Как правило, египтяне не боятся такого давления федеральных каких-то властных каких-то структур из власти, и я думаю, что возможно
этим все и ограничится. Что вам нужно вообще, что нужно обязательно, неважно в какой ситуации вы находитесь, что обязательно нужно, чтобы у вас всегда было при себе. Во-первых, никогда не отдавайте свой паспорт. Если вы отдали, попытайтесь его забрать обратно, чтобы он всегда был при себе у вас. Все ваши личные документы всегда должны быть с вами. Вот. Второе, что то есть попытайтесь, чтобы ксерокопии документов мужа с фотографиями были у вас. Фотографии каких-то сфотографируйте там на телефон или еще куда-то, его ID или паспорт. Какие-то карточки, если у вас есть, там у него есть, сфотографируйте их все, чтобы у вас была вот эта вся информация с указанием его имени. Даже если вы не читаете по-арабски, сфотографируйте все, все это переводится, все это как бы не думайте, что это будет кому-то непонятно. Обязательно знайте ваш адрес и ваш телефон. Телефон понятно, ваш адрес, где вы находитесь. Узнайте обязательно, запишите себе, либо сфотографируйте адрес, название улицы, где вы живете, чтобы даже если вы не знаете где, можете обратиться, прислать мне, мы все переведем, узнаем, какая местность. То есть будьте в курсе, какой у вас адрес. Вот такая вот, наверное, сегодня информация. Вот у меня так было все здесь записано. Я вам все это как бы рассказала. И я думаю, что, возможно, для кого-то эта информация будет полезной. Я надеюсь, что вот что-то, если какие-то есть дополнительные вопросы, пишите их в комментариях. Постараюсь вам ответить. Всем спокойной ночи. Счастливо.